Аврора, Аврора, ты что, меня не узнала? Прикинь, ко мне пошла. А, Аврора, ты же меня помнить должна, моя хорошая. Не помнишь меня? Тихо, 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 тихо. Пошли. Пошли. А у нее есть свое место? Есть, конечно, да. У нее есть коврик. На данный момент коврик лежит в комнате. Но она большую часть времени ложится здесь, да, чем... Да, в коридоре. Ага. Коридор, потому что, видите, она опять из-за переживаний, как бы из-за ее взгляд каких-то опасностей, да, воображаемых, она Мгм. большую часть находится здесь, как будто ближе к двери. А где ее коврик? Нам покажете? Где ее место вообще? Вот это Да. ваш коридор. Ага. Но она либо здесь вот лежит ее коврик в коридоре, Ага. А у вас либо еще одна собака есть? а, это гостевая сегодня в гости к нам пришла. Либо вот ее коврик лежит сегодня здесь. Он периодически меняет место дислокации по квартире. То есть он не всегда здесь лежит, иногда в коридоре, иногда возле, ну там, возле кухни. То есть Анна, я его передвигаю. пожалуйста, сейчас настояйте на том, чтобы она ушла и легла на свой коврик на своем месте. Можете? Да. Это она лает или вторая собака? Нет, это вторая собака. А, это не она лает сейчас? Нет. Значит, все. Ну-ка продолжайте стучаться в дверь. Пусть ваш молодой человек, ну-ка, постучит. То есть мы хотели эту собаку исправить, в результате сейчас ту нужно, да, исправлять? Ну, та не моя, то и не занимается. Анна, что вы видите? Я вижу спокойно послушную собаку, а вы? Да, стучат в дверь беспрерывно. А вы Она не можете сейчас... реагирует. Хорошо, а вы можете сейчас, поймите, одно дело показать, что ты не права, а другое дело показать, что, слушай, а сейчас ты права. Ну-ка, каждый раз, когда стучатся в дверь, подбрасывайте на ее постилку вкусняшку, чтобы подчеркнуть и хорошее тоже. Анна, походу, проблема с той собакой, а не с этой. Вы точно не перепутали ничего? Нет, я ничего не перепутала. Обычно Анна, моя несется к двери. но вы видите, что сейчас произошло? Стучаться в дверь? Стучатся в дверь, там даже молодой человек с кем-то разговаривает из соседей. Громко Анна, даже, я смотрите, слышу. что повлияло. Первое. Хочу, чтобы вы тоже это понимали, да? Один из ситуаций, которая сейчас повлияла на вашу собаку, это то, что мы ее отдалили от двери, Анна. Потому что дверь Мгм. есть источник этого состояния, стресса даже, можем так назвать, да? Мгм. И если она постоянно лежит рядом с дверью, постоянно, то она постоянно пробывает в этом состоянии, в ожидании. Если ее отдалить от двери, эти все ожидания улетучиваются, понимаете? Вы как будто один слой напряжения снимаете, один слой. Поняли, да, я о чем? Да, да, да. Поэтому место выбрано неправильно. Я вам даю совет не позволять ее ложиться возле двери, Анна. Вот это основная ваша задача. Пусть она ляжет где угодно, только не ближе к двери, минимум на 5 метров, Анна. Минимум. Мгм. Минимум.
Сможете это сделать? Это же не Да, сложно. конечно, да, я вас поняла. Мгм. Анна, если мы с этой ситуацией разобрались, то можем уже и в подъезд выйти. Просто опять должны быть некие правила выхода. То видео, которое вы отправили, когда она вас тянет вперед, а там стоит человек и возбуждает возбужденную собаку. Я не успел сказать, что сейчас что-то плохое произойдет, как он набросился уже, как Мгм. она уже набросилась. Понимаете? Сейчас вы готовы выйти в подъезд, идти сейчас посмотреть на ее реакцию. Если мы сейчас выйдем в подъезд, что должно случиться? Но она по-любому среагирует на мимо проходящего мужчину, там, молодого человека, вот, попробует среагировать и ну, цепиться. Мы можем сейчас выйти в подъезд, выйти на улицу, а молодой человек, который там стучит в дверь, он будет нам помогать только. Он, знаете, кем должен быть? Мгм. Просто человеком, который там стоит, без эмоций. Не нужно, чтобы он говорил, ой, привет, ой, какая ты, ой, ничего. Вот просто стоит там человек и стоит. Это первый этап. Вы же Мгм. потом скажете, а что, люди же не всегда будут там стоять, кто-то да что-то скажет. Но мы же должны к этому идти последовательно, а не сразу. Сразу он сорвется, она. Мгм. Поэтапно нет. Мы же сейчас Мгм. тоже, помните, я вам говорил, пока дома не решим этот вопрос, в подъезде у нас ничего не получится, Анна. Мгм. Да, Дома мы поняла. решили, вот дома же, вот. Анна, вы же видите все это, вы верите в то, что видите, Анна? Вижу, конечно, верю. Ну Хорошо. как, она же Если лежит. вы в этом видите это, значит, это возможно, Анна, или нет? Это же возможно. Конечно. Анна, а сейчас, вот смотрите, что от вас требуется. Ну, требуется это немножко грубое слово, но вы понимаете я о чем. Мгм. От вас требуется минус эмоций. Не ноль эмоций, Анна, а минус. Минус эмоций, это знаете, что означает? Без единого буквы, без единой буквы, даже букву А не говорите, ничего не говорите. Это раз. Во-вторых, на собаку сейчас старайтесь не смотреть, потому что визуальная связь тоже эмоция. Мгм. Понимаете? И третье. Никак, помимо того, что вы сейчас хвалите собаку, этого достаточно. Никаких словесных и физических похвал сейчас не должно быть. Почему? Потому что это повлияет на уровень возбуждения. Вот если сейчас словесно вы начнете его хвалить, ее, ой, ты умница, молодец, ты красавица моя, ты молодец, она возбудится. Согласны? Однозначно, конечно, А да. когда она возбудится, что произойдет, на ваш взгляд? Ну все, эмоции пойдут. У нас разгон быстрый от 1 до 10. Да, и знаете, что, в чем весь важность? То, что мы понимаем, что эмоции могут мешать, но все равно делаем все, чтобы эмоции были. Опять, это неосознанный шаг. Я же хочу, чтобы вы увидели это, Анна, почувствовали на себя, через себя пропустили, как это работает. Вернитесь обратно. Вернитесь еще раз, пройдите человека. Ну что? А сейчас пусть он повернется, этот парень, боком станет. Он стоял спиной, спасибо ему, он четко все сделал. А сейчас пусть боком станет. Анна, ноль. Ноль реакции. Да, я вижу. Анна, а сейчас молодой человек пусть лицом станет, но не смотрит на собаку. Мгм. Повернитесь, спуститесь. Пусть молодой человек лицом стоит, лицом, но без визуальной связи. И заметьте хвост. Мне нравится хвост. Нам остановиться? Можете остановиться даже.
Да, сейчас, Хорошо. вот сейчас вернетесь, еще раз подниметесь вверх, Анна. Потом будете спускаться, остановитесь возле молодого человека так, чтобы собака где-то на сантиметров минимум 10-15 была сзади вас. И поговорите с этим человеком. Ну-ка, сейчас спуститесь. Вот на последней ступеньке остановитесь так, чтобы собака стала. Вот отлично. Поговорите чуть-чуть. Как дела? Привет, Максим, как у тебя дела? Отлично. Мы тут занимаемся, видишь, у нас уже прогресс. Вот, Только в как-то глаза собаки не смотрите, Максим, пожалуйста. на собаку не смотри, смотри на меня. Анна, ну-ка посмотрите хвост собаки. На хвост посмотрите, Анна. Вижу, да, вижу. Антон. Поговорили с Максимом, идите дальше. Анна, что скажете? Что сказать? У меня нет слов, если честно. У меня нет слов. Анна, вы поняли, что это не так уж сложная задача, как мы изначально думали, то есть вы. Что это на самом деле вот полчаса, 40 минут мы пообщались, да, просто вам нужно, чтобы вас направили. И помните, одна из важнейших моментов здесь и сейчас, что происходит, это ваше внутреннее состояние, Анна. Сейчас я с вами, и вы уверены в себе, правильно? Конечно. Вы понимаете, что происходит? Да, Антон, я поняла. Справитесь? Ну, теперь мы уже не хотим уходить из подъезда. То мы не хотели туда заходить, теперь мы не хотим уходить из подъезда. Друзья, Да, знаете, Антон, я все поняла. для меня, знаете, что печально, честно вам признаюсь. Ведь большинство людей, многие люди, да, до конца жизни так и будут жить с собакой. Вместо вот Анна, если все это скомпоновать, да, получится, что за 10 минут максимум мы эту проблему решили. Согласны с этим? Да, Если да, мои согласна. объяснения, разговоры удалить и оставить наш промежуток действий, да, какие действия мы применили, максимум 10 минут. А ведь обидно мне то, что люди до конца жизни годами и так и живут, понимаете, с этой проблемой, и никак не могут достучаться до собаки. Вы сегодня достучались до нее, Анна. Поздравляю вас, нужно это продолжать. Сможете? Конечно, Антон. Ну, собственно говоря, для этого-то и создана школа, чтобы помогать. Я прекрасно понимаю, то, что это ненормально, то, что и мой дискомфорт, и дискомфорт собаки, и с этим надо что-то делать. Поэтому я пришла в школу, и спасибо вам огромное, что помогаете нам. Да, Анна, мы это делаем с большим удовольствием. Это вам спасибо большое.